У леса на опушке жила зима в избушке. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. Даже в этот жаркий, очень жаркий июньский день. А давайте-ка вспомним зимушку. Горки, санки, лыжи, коньки, снежки, снеговики. Немножечко прохлады жарким летним днем. Я подобрала игрушки ватные, советские, которые производились во второй половине 30-х годов. Потом был перерыв на время Второй мировой войны. И потом с 44 по 53-57 год. Ну что же, друзья, садимся на санки. Поехали с ветерком. Первая наша игрушка, конечно же, роскошнейшая. Вот такая вот парочка деток на санках. Игрушка белорусского производства. Тут слова излишни. Посмотрите на все детали, на роспись лиц. Обратите, друзья, внимание на эти лица. Они как живые, эти щечки, губки, носики. Какая простая и какая такая вот живая эта роспись. Вот современные игрушки, у меня их тоже много. Да, они красивые, да, они сверкают, да, они блестят. А вот души в них нет. Лица у всех, ну, такие мультяшно какие-то кукольные, не выражающие просто ничего. Смотрите, волосы, девочка-блондинка, какая у нее шапочка с рюшечками, шубка у нее с рюшечками, шарфик динамично вот так вот на ветру. И вот тут мы можем наблюдать, какой яркий цвет этой шубки когда-то был. Думаю, и шапочка у нее была ярко-ярко зеленая. Но даже потеряв вот этот вот первоизданный цвет, все равно эта игрушка просто удивительно красива. Ручная работа, ватные игрушки. Детки, конечно, катятся к нам на санках. Ну, от санок нам не все, друзья, осталось. Вот видите, утеряны вот эти вот металлические, как эти штучки называются, на которых санки скользят. Но правда же прелесть, просто фокус теряется от этой красоты воздушной, волшебной вот такой вот игрушки. Сколько у меня было счастья, когда я ее приобрела, друзья, вам не рассказать, не описать словами. Ладно, саночники, вы сюда. Есть у меня еще один саночник. Вот он, красавец. Эти игрушки, вот, которые я сейчас вам показываю, у меня то ли в распаковке мелькали, то еще где-то. Но сейчас лето. Лето я решила, расслабимся, может быть, что-то посмотрим. Все равно вот будет игрушка, которую я не показывала. Она где-то когда-то раз мелькнула в распаковке. Ну, а перед нами мальчик на санках. Ой, у него вот снежок такой огромный. А самое главное, валенки. Посмотрите на мои валенки и санки. Сохранились санки. Как они сделаны? Вы посмотрите, какие здесь детали. Это же проволока. Потом вот ее обматывали. Тут более плотный и большой слой. Тут вот чуть поменьше. Ну, прелесть, прелестное, чудо чудесное. И вот такой вот мальчик на санках. Есть тоже, вот, например, у него ком снега желтый или какой-то другой. Ну, это советские игрушки. Поэтому каждая индивидуально и прекрасно, друзья, по-своему. Сюда вот к избушке наш саночник. Ребятушки, вот так вот, снеговик вот так, к домику. И еще один саночник, вот он, красавец. Саночник без санок. Этот, конечно, храбрый такой малыш. Он мчится с горки. И вот тут у него были санки.
можно хорошо представить себе, как он выглядел, друзья, на этих санках. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь сделать ему эти санки. Думаю, просто куплю ему деревянные санки маленькие. А вот видите, шапочка, вот здесь кажется такое крупное загрязнение. Но это на камеру, друзья. Игрушечка масенькая же. И вот это загрязнение, оно минимальное. В принципе, его можно было бы и убрать. Ну, давайте еще его рассмотрим. Как он у нас тут сияет, блестит весь. Не знаю, чистить, не чистить. Или пускай будет такой заморожка. Девочка, у него есть подружка. Вот такая вот девочка с лопаткой. Лопатка сделана из картона. Игрушка так богато покрыта стеклянной пудрой. Я теперь в каждом видео, друзья, подчеркиваю, что это никакая не слюда, как многие, заблуждаясь, думают. Это стеклянная пудра. Как ее производили в те времена, я очень подробно рассказывала в одном из своих видео. Посмотрите на ее щечки. Ой, нос у нее такой картошкой, а где-то у меня есть девочка, где-то у меня есть девочка, где-то у меня была девочка. Сейчас не найду я эту девочку, у которой носик такой, знаете, курносик. Но рано или поздно она нам сегодня здесь попадется. Вот такая вот девчушка удрала из кадра. А есть еще вот такая вот девочка в шубке. Ну, это прям такая модница. Девочка-модница. Посмотрите. Шарфик, шубка. В прекрасном, конечно, сохране. Ниточку я прикрепила уже сама. Одну секундочку. Uno momento. Сейчас все разлетится. Ничего не вижу. Вот как. Очень часто, когда игрушки теряли свой оригинальный вот подвес, оригинальную ниточку, то их подвешивали за шею. Вот тут вот наматывали нитку. Мне это очень не нравится. Поэтому я делаю так, как это было сделано когда-то. Какая красота! Какая красота! И тоже шарфик такой динамичный. А вот сейчас покажу мальчика, лыжника. Здесь, конечно, лицо можно рассматривать. Опять же, то, о чем я вам говорила. Посмотрите, какая простая роспись. Вот пару штрихов. А личико-то как живое, как он смотрит. Но вот как эту красоту можно сравнить с современными раскрасами лиц? Но никак, ну в никакое сравнение не идет. Есть вот игрушки, особенно там определенных фирм современные, которые мне нравятся. Но все хорошо, но все прекрасно. Но когда я смотрю на лицо, вот это вот такое вот какое-то ненатуральное, мертвое, с какими-то ресницами неимоверной длины. В общем, друзья. В общем, смотрите, что я буду говорить. А вот его коньки. Представляете? Как же так сделать, чтобы рук было поменьше, а коньков побольше? Это же из картона. Нужно было 2 половинок вырезать, вот склеивать, переклеивать. Какая здесь работа необыкновенная. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне нельзя снимать видео, потому что я забываю, что передо мной есть камера. И просто сижу, восхищаюсь. И я надеюсь, что вы разделяете со мной. Ай, ой. Можно только ахнуть, охнуть и в ладоши хлопнуть. А вот мальчик этот на коньках, а этот у нас мальчик с лыжами. У него такие глазки прищуренные. Видите? Тут у него такой чубчик, такая вот шапочка. Фокус. Расстреляю.
лыжи. Из чего сделаны лыжи? Вот такие вот картоночки, посеребренные, друзья. Он в комбинезоне, смотрите. В комбинезоне красавец. Ай-яй-яй, какая прелесть. Трудно, конечно. Надо мне что-то придумать, какую-то технологию, как показывать эти игрушки во всей своей чудной красе. Просто чудной красе. Так, эта девчуля была. Теперь хоккеист. Вот он, хоккеист. Игрушка довольно частая. Вот лыжник. Игрушечка редкая. Ой, редкая. А вот хоккеист, если вы начинающий собиратель, то вперед и с песнями. Их еще часто можно встретить в разном сохране. Этот, в принципе, не к чему особенно придраться. Вот чтобы только я бы пожелала, чтобы у него этого блеска было несколько больше. Ну вот сколько есть, столько есть. Очень простая роспись, глазки голубенькие. Вообще вот такая вот роспись личика, вот такие голубенькие кругленькие глазки. Эта роспись характерна для многих игрушек ватных, которые производились в Украине. Ну и его Келюшка. Девочка с мастичным лицом в шубке. Здесь, конечно, личико у нее мастичное, пострадавшее. Представляете, вот у нее было два вот таких вот прекрасных голубеньких глазочка, губки. Шаль, конечно, завязана сзади на узелок. Оригинальная сохранилась подвесочка, ниточка. Ниточки, кстати, разные-преразные цеплялись. Сейчас я вам покажу, где оригинальная. Вот оригинальная, видите, такая побольше. Где-то у меня еще что-то было с оригиналом. Пока не найду. Но к чему мы пришли? Я решила сюда в зимнюю тему и девочку Ненку тоже прибавить. Все-таки это наши северные народы, правда? Девочка, игрушка, не реплика, подчеркиваю, игрушка оригинальная. Вот какая красота. Вот. Еще не верьте тому, кто вам пытается внушить, что сегодняшним днем сейчас нельзя приобрести оригинальные ватные советские игрушки в хорошем сохране. Все это, друзья, враки, враки и враки. Если вы располагаете везением и денежкой, терпением, то вы сможете найти вот игрушки в таком прекрасном сохране. Вот как девочка, как этот роскошный мальчик, опять восхищаясь его личиком. Давайте сделаем вот так, поиграем чуточку. Вот он там проезжает и на девочку вот так вот смотрит, и она чуть-чуть. Ой, наверное, между ними есть какая-то химия, я так думаю. Ну, а если зима, то совсем скоро и что? И Святой Николай. Но это для кого как. Для кого Святой Николай, потому что Рождество 25 декабря. Давайте так. 25 декабря у меня в стране, в которой я живу, у нас Рождество. Для меня это Святой Николай. А если мы вернемся в старое советское прошлое, именно советское, а не дореволюционное, то это будет Дед Мороз. Как решен вопрос его, вот смотрите, рукавов, как просто все сделано. Но рукавички-то вот они, широкие рукава, вот они. Такая вот минималистическая, правильно я произношу, форма, но отражающая весь характер Деда Мороза или Святого Николая. Ну а после Рождества к нам приходит в дом кто? Ну, конечно же, Новый год. Есть у меня, друзья, вот такая вот игрушка
смотрите, с Новым годом. Игрушечка крупненькая, 14 сантиметров. И опять же, лицо, роспись, ничего лишнего. А оно живое, оно теплое, доброе, детское. Новый год с подарочками к нам, друзья, совсем уже скоро опять придет. И я надеюсь, что обязательно Новый год принесет нам что? Мир. Обязательно. Мы будем открывать шампанское и пить за мир, друзья. Ну а сейчас сделаем маленький парад звезд. Я буду готовить парад звезд, а вы в это время поставите пальчик вверх, напишите комментарий, подпишитесь, поделитесь с друзьями. Uno momento, сейчас будет парад звезд. А вот и он, обещанный зимний парад, друзья, звезд. Вот такая вот стоит у леса на опушке, зима в избушке, а вокруг только счастье. Счастливые, смеющиеся лица детей на санках, на коньках, на лыжах, ждущие Деда Мороза или Санта-Клауса. Давайте будем ждать, друзья, всегда только мира, счастья и добра. Я думаю, все мы, взрослые, особенно наши дети, внуки, правнуки, заслуживают, чтобы у них детство было светлое-светлое, воспоминания добрые-добрые, а мы, чтобы для них сохранили вот эту вот сказочную, друзья, красоту. И чтобы им было что вспомнить, что у бабушки и у прабабушки, что же у них было на елке. Ну все, друзья, я думаю, вот теперь пока, наверное, пока.